Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас такой необычный или обычный ролик. Но он явно будет не юмористического содержания, а просто о том о сём. Сегодня я покажу вам, как с помощью обычного советского топора, такого, сделать метлу. Возможно, это кому-то не интересно. Возможно, кому-то интересно. Хочу поделиться своим опытом по изготовлению метлы. В процессе изготовления буду просто о чем-то говорить, о том о сём. Ну, я думаю, ролик получится интересным. Так что присаживайтесь поудобнее и смотрите мой контент. Для того, чтобы изготовить метлу, нужно идти в лес. Что логично, да? И посмотреть на деревья. Посмотреть на деревья, да. Пойти в лес и посмотреть на деревья. В общем, смысл какой в чем? Нужно нам найти сначала дерево для черенка метлы. То есть для этого подойдет береза, осина, какое-нибудь. Ну, главное, не сосновое что-то. Потому что там смола будет, и руки будут прилипать, и метла прилипнет к вашим рукам. И придется ходить с метлой постоянно в руках. Так, вот смотрим, выискиваем вот такой мелкачок, да, который мелкие, в общем, деревца такие, густо растущие. Их даже полезно прорубить будет, проредить, для того, чтобы все они, чтобы некоторые из них выжили, выросли. Потому что вот такая густерня, она в любом случае погибнет, и большая часть из них не вырастет. Раньше лесники в лесах делали прорубки специально, редили лес для того, чтобы он рос хорошо и весело. Блин, как же в лесу-то классно сегодня. Вообще тепло так. Здорово вообще. Запах такой обалденный. Так, ну что, какой-то черенок нам надо. Сейчас он найдем, он там что-то вот есть вроде. Ну, вот такой вот какой-то вот подойдет, наверное, я думаю. Кривоватый, конечно, он такой, но, блин, мне не принципиально, чтобы он был идеально ровный. Деревья в лесу нужно срубать под самый корень обязательно, чтобы острого ничего не оставалось и не торчало. То есть срубили, посмотрели, чтобы тут никакой тычки не осталось. Ну, чтобы кто не пошел, не запнулся, тут не убился. Это к слову о том, что я ни хрена не умею делать и ничего не знаю. Вот такая бодожинка у нас получается неплохая. Ну, косой, конечно, капец. Ветки лучше, знаете, помельче изрубить, чтобы она из общей картины леса не выбивалась. Вот рогатину можно использовать на медведя. Неплохая, вот, кстати. Все, убрали за собой ветки. Так, далее что делаем? Далее мы, наверное, почистим и посмотрим, что у нас топорик дедовский. Это вообще просто сам вообще заревается, так что чистить им одно удовольствие, короче. Кстати, осина чистится-то очень как-то не весело. Но она вся сучковатая, наверное, потому что... Ну, что, пойдет так, будем чистить.
Ну вот, ребята, сейчас в наше время, конечно, это никому не надо. Но в деревнях-то делают еще метлы. Но я думаю, что большая часть людей, наверное, и даже и не знает, как их делать. Потому что пластмассовые продаются в магазине. Купил, да и метешь, и она, конечно, лучше в 100 раз. А вот раньше-то вот так только делали. То есть этим прям занимались. Специально в лесхозах бригады были лесников, которые занимались именно изготовлением метел. То есть их заготавливали. План был по заготовлению, там прочее такое все. Так, ну я, наверное, вот эту часть, наверное, отрублю вот так. Блин, что-то как-то прицел сбился. Криво рублю. Так, и эту мы дочистим. Ну и вот, кто постарше, наверное, там или мой возраст, я думаю, помнят люди еще, как заготавливали. Шишки заготавливали там, всякие. Ну, в общем, у кого, наверное, какая была местность. Я вырос в тайге, ну, не в прямом смысле в тайге, а в смысле рядом с тайгой поселок, деревенька моя. То есть и всю жизнь я вот это наблюдал, как лес рубился, пилился, возился, лесовозы все эти, пилорамы там, знаете, все такое. С лесом, в общем, я всю жизнь в лесу, всю жизнь с лесом. Охотник, рыбак всю жизнь. Чем-то занимаюсь таким не понаслышке, так скажем, зная об этом. Так, ну чуть-чуть еще остается дочистить нам. Ну, блин, вот честно говоря, знаете, что хорошо чистится? Липа. Очень хорошо чистится. Она ровная такая. У нас вот мало липы растет в лесах. Но она такая в основном какими-то грядками там. Ну, кучками растет, такими пятаками. И что интересно, мне нравится липовый лес чем? В липовом лесу всегда нет травы. То есть такая чистота. Листики какие-то там лежат. И все прям вот именно этим нравится. Липовый лес, что он чистый. Там нет каких-то вот таких вот, как ну, в березовом лесу, вот в осиновом есть какой-то вот, все время какой-то хлам, все захламленное. То же самое в тайге, то есть в сосновых лесах, в настоящих больших, там тоже никакого особо хлама нет. То есть в основном мох растет, такое все. Блин, топор вообще просто зарезается сам, вообще заточенный так, что тесать именно. Вот жерди раньше тесали. Дед делал вот тесальный топор, это специально. Такой топор, блин, у него насажена специальная ручка, так, все прямо четко. Вот кто понимает, о чем я говорю, вот жердь тешишь, берешь топор, вот между ног идешь и протесываешь жердь по одной стороне. Но их протесывали раньше, чтобы с двух сторон, чтобы они просыхали, чтобы не сгнили. Ну, чтобы не шкурить, в общем. Шкуру не снимать с них, не маяться. Протесывали, ну и как-то это выглядит покультурнее немного. Так, ну что, черенок, я думаю, ну тут достаточно будет. О, потом тут подправим ножичком, аккуратненько. Все, видели? О, черенок. Вот так вот могу крутить. Это вот один из способов. Один из способов обороны от снежного человека. Вот так крутим вертолетом вокруг. И снежные люди отлетают в разные стороны. Ну все, теперь осталось нам только веточек заготовить. И метла будет почти готова. Так, то есть черенок мы изготовили. И теперь для самой вот метлы мы должны нарвать, наломать, нарубить. В общем, одно и то же, да. Веточки маленькие, березовые. Нам нужны как можно такие более-менее прямые.
Ну и без листьев желательно. Вот эти вот всякие лишние шушеры можно поотрубать большую, да. Вот так вот, чтобы она, ну вот примерно такие прутики. Там на конце можно оставить. И вот таких прутиков нам надо такую вязаночку заготовить. Сейчас я заготовлю. Постараюсь. Это, конечно, процесс не быстрый. Поэтому сейчас я отключусь, заготовлю и включусь. Ну вот, ребята. Как бы, смотрите, смысл какой. Черен. Я не стал рвать вот такую вот охапку, ломать это все. Ну, блин, мне метла, честно говоря, не нужна. Это просто вот чисто показать. Поэтому я вот такую маленькую сделал. Принцип покажу. То есть вот эти вот все вот эти вот части, которые торчащие, мы потом сматываем ее. У меня вот даже смотать, честно говоря, нечем. Сматываем ее, там проволокой обычно стягивают. Такую вязанку делаем, там сантиметров, чтобы она у нас 10 в диаметре была. Потом стягиваем, она уменьшается до 7, до 8. Потом на пне там, ну не на таком, конечно, этот гнилой, блядь, не рубит даже. Все это вот подравниваем. Вот там какие-то вот эти торчащие все подрубаем все, чтобы она такая более-менее у нас не лохматая была. Стягиваем проволочкой, отлаживаем в сторону. Потом ост, который у нас комель, так называемый камелек наш, затачиваем хорошо. Блять, это что за бревно я нашел? Так вот его аккуратненько затачиваем. Такое вот копье делаем на медведя. Надо, кстати, снять вам урок с помощью копья, как на медведя ходить. И все, и потом вот мы ее вот так нанизываем. Вот так обычно еще подстукивают, там тун-тун, она залазит. И получается такая вот здравая метла. Вот. А ветки берем с березы мы, как правило, нижние, там верхние, без разницы. Не полностью срубаем, а так их чик-чик почиркаем, чуть-чуть, чтобы никакого вреда не нанести. Прорежаем ее, так скажем. И все, и вот такой классный получается, такая классная метла.